Этот маленький мальчик шел по улице, когда вдруг наткнулся на огромную кошку. Он испугался и решил закричать изо всех сил, чтобы прогнать кошку. «Убирайся, глупая кошка!» Но никто не ожидал, что эта кошка сделает дальше. Саша, 5 лет, не всегда боялся кошек. На самом деле у него была настоящая страсть к ним с первого знакомства с пушистым другом. Его любовь к кошкам проявилась, когда ему был всего 2 года. Он даже бегал по дому, притворяясь, что сам кошка. Но пару лет спустя произошло нечто такое, что заставило его посмотреть на кошек совершенно иначе. Его одержимость кошками в конечном итоге привела к тому, что у него появилась собственная кошка. Это была не маленькая кошечка, как можно было бы ожидать, а огромное животное. Саша был еще маленьким мальчиком, когда его бабушка подарила ему мейн-куна. Его бабушка больше не могла за ним ухаживать. Родителям Саши было очень приятно получить такую красивую кошку, но они не были уверены, хорошо ли адаптируется животное. Но как только кошка вошла в их дом, казалось, она всегда была там. Кошка была дружелюбной и нежной, и вскоре она стала лучшим другом Саши. Они проводили часы, играя за домом. Кошка, которая носила имя Лора, была терпеливой с Сашей, всегда ожидая, пока он не успеет, и следуя за ним, куда бы он ни пошел. По мере того, как время шло, Саша и Лора становились все ближе. Они вздремнули вместе в ленивые послеобеденные часы, и Саша даже умолял маму позволить ему взять своего лучшего друга с собой в детский сад. К сожалению, это не было вариантом, но из-за этого Саша всегда внимательно следил за часами, считая часы до того времени, как он снова сможет вернуться домой. Лора всегда была рядом с Сашей, и Саша любил ее больше всего на свете. Однако, когда Саше исполнился 4 года, произошло нечто неожиданное, Лора пропала. Это случилось, когда Саша и его родители выгуливали Лору. Это была обширная местность с огромными полями, густым лесом и даже большим озером. Они гуляли там более часа, когда это произошло. Громкий хлопок от вспыхнувшего автомобиля сильно испугал Лору. В результате этого она вырвалась из рук мамы и исчезла в густом лесу. Было ужасно видеть реакцию Саши, грустно отметила его мама. Саша был разбит. Он сидел на улице часами, зовя кошку. И, надеясь, что она вернется, Саша не мог понять, как его любимая кошка могла просто исчезнуть так. Пара недель превратилась в месяц, и надежда Саши начала убывать. Его родители пытались утешить его, но ничего не казалось, чтобы сделало его счастливым. Саша начал винить себя в исчезновении Лоры. Он думал, что должен был сделать что-то большее, чтобы защитить ее. Но Саша не сдавался в поисках Лоры. Он каждый день искал ее после школы и расклеил объявления по городу. Он даже не спал по ночам, надеясь услышать ее мяуканье за окном. Но ничего не работало. Но однажды все изменилось. Саша шел домой из школы, когда услышал слабое мяуканье вдали. Он остановился и внимательно прислушался. Мяуканье становилось все громче, и Саша понял, что оно доносится из близлежащего переулка. Не раздумывая, Саша побежал на звук. Подходя ближе, он увидел силуэт в темноте. Это была Лора. Саша не мог поверить своим глазам. Он побежал к ней и крепко обнял ее. Она потерлась о его лицо и пошла с ним обратно к дому. Саша был в восторге, что его лучший друг снова рядом. Лора отсутствовала почти 3 месяца, и родители Саши не могли поверить своим глазам, когда увидели, как Саша и Лора входят в дом. Но что-то в Лоре изменилось. Она была худее, чем прежде. Родители Саши должны были признать, что она немного поправилась перед тем, как исчезнуть. Но она никогда не была такой худой, прежде Лора все время смотрела в окно. Она, конечно, играла с Сашей. Она снова ела свою еду и гуляла, как и раньше. Но по какой-то причине Лора все время выглядела взволнованной. Они также заметили, что Лора несколько раз в день тайком убегала из дома. У них была задняя дверь, которую могла открыть кошка, поэтому Лора могла выходить во двор сама. Но несколько раз в день Лора убегала. Сначала Саша был в ужасе от мысли, что она снова оставит семью на месяцы, но через пару часов она всегда возвращалась. Родители Саши в конце концов подумали, что Лора прячется где-то в кустах на краю участка. У них был огромный двор с большим количеством пространства, но они не знали, что Лора нашла способ покинуть задний двор и тайком направлялась к лесу, который считала своим домом почти 3 месяца. Но поскольку она каждый раз появлялась снова, никто не обращал на это внимания. Эти секретные действия Лоры продолжались почти целый год. Пока на семью не обрушилась трагедия, Лора была уже старой кошкой.
когда они ее взяли, и время истекло для этой любящей кошки. В возрасте 17 лет Лора умерла. Это был грустный момент для родителей Саши, но Саша переживал особенно тяжело. Этот опыт определенно изменил его. Саша был опустошен. Его лучший друг снова пропал. На этот раз навсегда. Родители пытались утешить его, но знали, что ничто не сможет заменить ту связь, которую он имел с Лорой. Саша проводил большинство своих дней, сидя на месте Лоры во дворе. Он делал это в течение нескольких дней, но через некоторое время это тоже закончилось. Затем Саша сказал родителям следующее. «Мама, папа, я больше не хочу кошку. Они сначала любят вас, а затем убегают и оставляют вас. И даже когда они возвращаются, они все равно делают то же самое». Было душераздирающе видеть, как маленький ребенок говорит такие слова. Единственное, что они могли сделать, это утешить его. Саша оставался грустным некоторое время, но в конечном итоге он снова начал вести себя как нормальный маленький мальчик. Саша играл со своими игрушками и гонял мяч по саду. Было приятно видеть, что даже такой тяжелый удар по их сыну со временем можно исцелить. Но затем произошло нечто, когда он играл перед домом. Вокруг никого не было, и Саша думал, что он один, но он не знал, что два блестящих круглых глаза наблюдают за ним. Саша ударил мячом по улице, и он отскочил от близлежащего забора. Когда он пошел за ним, он услышал тихое мяуканье. Он обернулся и оказался лицом к лицу с самой большой кошкой, которую когда-либо видел. Кошка была даже больше, чем Лора, но она выглядела точно так же, как она. Но это не могла быть его Лора. Так кем же была эта кошка? Саша так напугался, что замер, но он знал, что должен что-то сделать. Он расправил плечи и закричал на кошку с энергией. Вся ярость о том, что Лора покинула его, вылилась одновременно, и Саша крикнул: «Убирайся, глупая кошка!» Саша крикнул с надеждой, что кошка убежит, но кошка не побежала. К его удивлению, она не двинулась к нему. Вместо этого она шагнула назад и села, почти как будто ждала, чтобы Саша сделал первый шаг. Саша медленно отступил, не желая поворачиваться спиной. Он собирался вернуться в безопасное место своего дома, когда заметил нечто необычное о кошке. Кошка перевернулась на спину и предложила Саше погладить ее. Это было почти так, как будто она уже знала Сашу, не встречая его раньше. Саша собрал всю храбрость, которая у него была, и медленно подошел к животному. «Привет, дружище, ты потерялся?» Кошка наклонила голову, Саша шагнул вперед, и, к его удивлению, кошка потерлась о его лицо. И именно тогда Саша заметил что-то, что заставило его сердце пропустить удар. Глаза кошки имели ту же блестящую округлость, что и Лора. Саша почувствовал прилив надежды, что это может быть Лора. Он не мог поверить своим глазам, но также знал, что это невозможно. Он потер глаза, но когда снова открыл их, кошка все еще была там. Саша медленно подошел ближе к кошке, и она просто сидела там, смотрела на него своими большими круглыми глазами. Саша протянул руку и начал гладить кошку по голове. Кошка закрыла глаза и наклонилась к руке Саши. И именно тогда Саша убедил себя, что это действительно Лора. Она вернулась к нему. Саша был на седьмом небе от счастья. Он обнял кошку и плакал от радости. Ему казалось, будто он воссоединился с давно потерянным членом семьи. Кошка потерлась о его лицо и виляла хвостом. Саша знал, что это был самый счастливый момент в его жизни. Конечно, это не была Лора, и Саша вскоре это узнает. Но Саша не был так далек от правды. Родители Саши не могли поверить своим глазам, когда увидели Сашу и кошку, которая выглядела почти как Лора. Они никогда не видели ничего подобного. Саша был очень счастлив, а его родители были в восторге видеть, что их сын так счастлив. Но они также были чрезвычайно сбиты с толку. Кто была эта кошка? Откуда она пришла? И почему она уже казалась знакомой их сыну? Кошка осталась в доме всю ту неделю, и родители Саши даже согласились с историей Саши о том, что Лора вернулась к жизни и снова стала частью семьи. Но они знали, что это не так. Они расклеили объявления по окрестностям в надежде, что кто-то сообщит, чья это кошка. Это снова разбило бы надежды Саши, но это было правильно. Но никто не пришел забрать кошку, и причина, по которой это произошло, в конечном итоге оказалась в том, что эта кошка никому не принадлежала. После 7 дней они узнали почему. Они отвели кошку на осмотр к ветеринару,
И на том же приеме все начало становиться очень запутанным. Ветеринар даже взял ее кровь и проверил ее под микроскопом. И каким-то образом ветеринар выглядел даже более сбитым с толку, чем Саша и его родители. «Что происходит, доктор? Что вы видите?» – спросили они. Ветеринар уставился на них с странным выражением лица. «Не знаю, как это сказать, но внешне эта кошка кажется почти идентичной Лоре. У нас должны быть анализы в течение нескольких дней». Семья вернулась домой с загадочной кошкой, а Саша сидел на заднем сиденье. Саша наконец-то связал все факты и понял, что это просто не могла быть Лора родители. Саши переживали, как он снова устроит грустный эпизод, но негативных эмоций не возникло. Он был счастлив, что нашел нового друга и обнимал Мейн-куна на заднем сиденье машины, однако Саша также был любопытен, откуда появилась эта кошка и почему даже ветеринар спутал ее с их старой кошкой Лорой. На следующий день они взяли кошку на прогулку в лес за своим домом, место, куда Саша и его родители не заходили после прекращения поисков Лоры. Это место было наполнено негативными эмоциями для Саши, но теперь он хотел туда пойти. И он не был единственным, потому что по какой-то странной причине их новая кошка прекрасно знала, как ориентироваться в лесу. Она настойчиво тянула поводок, не чтобы сбежать, а почти как будто хотела показать им что-то. После часовой прогулки они дошли до дерева с полой под ним. Под ним они нашли большую постель, сделанную из веток, листьев и немного сена. Как будто здесь жил зверь и умышленно устроил себе постель. «Это могло быть местом, где Лора жила те 3 месяца?» — спросил Саша своих родителей. Родители Саши не знали, что сказать, но это было возможно. Но если это так, как новая кошка могла знать, где ее найти? И тогда пришел звонок, который объяснил все. Это был ветеринар с результатами из лаборатории. Вы не поверите, но ДНК этой новой кошки на 50% совпадает с вашей старой кошкой Лорой. Эта кошка в какой-то мере вам не чужая, потому что это прямое потомство вашей старой кошки. Оказалось, что кошка, тершаяся о его руку, была теперь годовалой кошкой Лоры. Лора была беременна, когда она сбежала, и родила котенка за те 3 месяца, когда была одна в лесу. Котенок вырос в лесу самостоятельно. И теперь эта кошка нашла свой путь к Саше, так же, как Лора когда-то. Мальчик и кошка стали неразлучными. Саша назвал ее Лора Джуниор, и они проводили каждую минуту вместе. Лора Джуниор, казалось, знала, что Саша особенный для нее, так же, как ее мать знала. Она была нежной с ним, терпеливой и всегда готовой играть с ним. «Это и есть предназначение», — сказала мама Саши с улыбкой после этого. С годами Саша и Лора Джуниор росли вместе. Они отправлялись на приключения в лес за своим домом, играли вместе в саду и делились всем друг с другом. Лора Джуниор выросла в еще большую кошку, чем Лора, но была такой же красивой. Годы шли, и Саша с Лорой Джуниор росли вместе. Казалось, Лора не хотела оставить Сашу после всего, и она передала частичку себя своей дочери. Вот почему она знала, как добраться до дома Саши и его родителей сама. И вот почему она, похоже, уже знала, кто такой Саша. «Мы не верили в реинкарнацию раньше, но теперь мы верим», — сказали родители Саши. У Саши и Лоры Джуниор была неразрывная связь, так же, как связь, которую Саша имел с Лорой. И хотя они знали, что Лора Джуниор не была той же кошкой, что и ее мать, они также знали, что она была особенной по-своему, и поскольку она была все еще молодой, они могли любить ее в будущем еще много лет. Страх Саши потерять друга и его гнев полностью исчезли. Он снова научился, что кошки могут быть самыми любящими и преданными животными в мире, и что они могут принести так много радости в жизни людей. Он узнал, что иногда, даже когда кажется, что все невозможно, всегда есть шанс на то, чтобы произошло что-то удивительное.